Добрый день, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал. И это видео про летнее солнцестояние, которое случится с нами 21 июня 2026 года. И фактически этот день открывает для нас астрономическое лето. Кто смотрит давно, тот знает, что к этому дню я обычно записываю гороскопы на 3 месяца для каждого знака зодиака. Фактически это видео спойлер гороскопа на лето только для всех знаков зодиака сразу. Готовы? Тогда присаживайтесь поудобнее. Сейчас расскажу вам четко и подробно. Ну что, ребят, астрономическое лето у нас включается 21 июня 2026 года. Если смотреть время по Гринвичу, то это будет 8 утра 23 минуты и 33 секунды. Поэтому в этот день, и, естественно, к этому дню совершенно мало времени у нас осталось до этого дня, у нас будут нарастать события, у нас будут форсироваться некие мероприятия, то есть у нас в жизни будет что-то происходить, и спойлер, гороскопы на лето будут называться «Время ускорения». Сложно будет перестроиться на новый быстрый лад, но тем не менее жизнь от нас требует новых действий, новых решений, новых событий, новых привычек в том числе. И если прямо-таки смотреть на 21 июня, то Луна у нас в этот день будет в знаке Девы. А это наши привычки в основной своей массе. Солнце переходит в 1 градус знака Рак, то есть это наша чувствительность, наши эмоции, наша эмпатия в том числе. И да, Луна и Солнце сами по себе будут как и в гармоничных, так и в напряженных аспектах. Естественно, если бы все было в гармонии, мы бы сидели, ничего не делали, радовались и наслаждались. Но тем не менее, Уран, двигатель прогресса, будет в точных квадратурах на кармические узлы, поэтому здесь, конечно же, будет немножечко ощущение, что как-то мы очень сильно ускорились, либо наоборот тормозим. У каждого, естественно, темп и ритм свой, поэтому здесь понимаете, что это общий гороскоп, естественно. Даже каждый знак зодиака, я всегда гороскопы делю на декады для того, чтобы было максимально приближено к гороскопу каждого человека. И то я бы каждую декаду еще напополам поделила, было бы у меня больше времени. Итак, 21 июня Солнце переходит в 1 градус знака Рак. Солнце в гармоничных аспектах на кармические узлы, поэтому чем быстрее мы начнем чувствовать, думать, двигаться вперед, тем больше полезных привычек будет в нашей жизни случаться, потому что, естественно, у нас Луна находится в знаке Девы в абсолютно гармоничных аспектах к Марсу, к Меркурию, к Юпитеру. То есть, если мы делаем, у нас получается. Единственное, что нас может остановить с этого дня, это наша чрезмерная рефлексия. То есть Луна у нас будет в квадратуре с Солнцем в этот день. То есть это когда мы задумываемся о своих действиях, о своих мыслях, о своем прошлом, будущем в том числе, да. То есть мы рефлексируем, мы задумываемся, то есть мы где-то останавливаемся. Но здесь было бы очень хорошо поработать со своими страхами, покопаться в своих волнениях, потому что Луна все-таки в квадратуре с Лилит. Это когда мы можем останавливаться, потому что нам страшно. Но я всегда говорю, для того, чтобы что-то решать, нам нужно планировать. И вот как раз-таки с 21 июня потрясающее время начинается для планирования, потому что очень много событий будет летом, астрономических в том числе. В июле у нас уходят в ретроградное движение и Сатурн, и Нептун. Но это ежегодная акция. Плюсом еще в конце июля у нас кармические узлы меняют знаки и переходят на ось Водолей-Лев. И это само по себе ускорение прогресса, движения вперед. То есть это такие неспокойные эмоции, я бы это так сказала. В июне у нас, в конце июня, Юпитер переходит в знак Льва. И здесь, конечно же, очень хорошая история для масштаба своей личности, масштаба своей деятельности, расширения семьи, расширения своих желаний,
все, что связано с собой, профессиональный рост, карьера, было бы очень классно и потрясающе, если бы к концу июня вы уже бы пошли в свою работу, карьеру, развитие. Плюсом Луна в гармоничном аспекте у нас с Меркурием, с Юпитером, и это знание, это учеба, это заграница, это поездки, опять же, то есть все, что связано с наработкой навыков, знаний, талантов, говорильного жанра, опять же, да, то есть общение, коммуникации. И здесь на самом-то деле открывается очень множество возможностей, и те люди, которые умеют сканировать обстановку, скорее всего, уже на момент выхода этого видео вы чувствуете, что как-то в вашей жизни происходит какой-то такой быстрый темп, и случается такая некая зачистка старых привычек, старых отношений. Вы понимаете, что то, что было раньше в жизни, оно уже не настолько интересно, цепляет, оно как будто вы этим уже насладились, и хочется как-то немножко по-другому или чего-то такого, чего еще непонятно. То есть такое ощущение, словно мы выросли. И это тоже имеет место быть, потому что мы растем каждый день психологически, физически, в наших же привычках, осознаниях в том числе. Поэтому, если вы чувствуете, что вам хочется как-то измениться, обнулиться, но здесь опять же посмотрите, если говорить про отношения, да, отношения могут претерпевать изменения, но опять же, если в отношениях один растет, а другой нет, потому что на момент как раз-таки этого дня летнего солнцестояния у нас Венера всю неделю до, то есть с 15 по 21 июня, Венера будет идти по знаку Льва, когда нам хочется очень много, ярко, красиво и интересно. То есть это эмоциональные качели по факту, и эти же качели с кармическими узлами в конце июля нас посетят, но уже так достаточно основательно, понимаете, да? То есть эти эмоции, настроения мы будем чувствовать. Людям стабильным будет здесь немножечко сложновато, да, потому что когда есть такие эмоциональные качели, здесь сложно устоять. Все-таки для продуктивного развития нужна такая более стабильная почва. И да, отношения могут претерпевать изменения, когда один в отношениях растет, а другой нет. Либо когда вам хочется нечто большего от отношений, сядьте, поговорите, расскажите, как хочется, как нравится. Не разрушайте сразу все то, что было у вас многие годы, потому что если в ваших отношениях наступил кризис, вам просто нужно подняться на новую ступень ваших отношений и стать более доверительными, дружелюбными, можно это так сказать, потому что есть очень множество разных граней отношений. Точно так же захочется здесь посорить деньгами на самом-то деле, потому что когда Венера в оппозиции с Плутоном, нам хочется очень много тратить на свои прихоти, на свои привычки, на то, чтобы себя одеть, как-то себе ярко, красиво и интересно показать не так, как это было ранее. Но, опять же, здесь будьте аккуратны, потому что есть вероятность к концу июня оказаться без финансов. Потому что еще у нас и Венера в гармоничном аспекте с Ураном. Классная история вкладываться в нечто новое, в новое развитие, в том числе в работе, но нужно смотреть стабильную все-таки почву, потому что Венера у нас с 21 июня входит в гармоничный аспект с Сатурном, и это история, когда мы, вкладываясь в стабильное, все-таки чувствуем радости больше, потому что стабильное на аспекте гармоничном с Сатурном остается с нами на долгое время. Уран все-таки это такой момент вау, мы порадовались и забыли. Понимаете, о чем я говорю? А все, что у нас с Сатурном связано, оно такой наш внутренний стержень уверенности в нас формирует. Поэтому опять же, если мы говорим про развитие, которое будет у нас в это лето, то лето не обещает быть спокойным. Оно у нас будет ярким, интересным, множество астрономических событий, событий в мире. Но опять же, если мы просто
захотим на таких аспектах провести свой отдых и лето, оно получится у нас полными эмоциями. А если мы решим в это лето вложиться в недвижимость, в основательную работу, она будет, пусть будет в найме, либо же это будет работа сами на себя. Но опять же, нужно формировать фундамент стабильности в своей жизни, прививать новые привычки, полезные привычки. Нужно научиться наконец-таки планировать, повзрослеть, подтянуть знания, компетенции, ответственность. И сейчас вы мне скажете: Женя, так здесь работы просто непочатый край. Да, но, по крайней мере, в это лето до первой недели сентября это просто невероятные возможности. У нас в августе с вами коридор затмений на растущем лунном цикле с 12 по 28 августа. И это просто невероятное время для финансового прорыва в том числе. Поэтому подготавливайте почву своих мыслей, осознаний, но здесь должно быть четкое понимание, кто мы есть и куда каждый из нас хочет прийти. Да, конечно же, у каждого знака зодиака и каждой декады разные смыслы. Об этом будут гороскопы на лето, естественно. Но общая тенденция энергии на это лето – это только ускорение движения вперед. То есть расслабленного лета обещать, дорогие, не могу. Сама его каждый год жду. Вот в прошлое лето оно было более-менее расслабленным. Но в это лето нельзя упускать такие звездные возможности. И было бы классно двигаться вперед. И самое важное. Кто смотрел мой гороскоп «Осень силы» на 2025 год? Тот знает, что я рассказывала там про аспект Юпитер в оппозиции с Плутоном. Так вот, с 21 июня 2026 года этот аспект будет с нами работать, то есть он складывается, и он будет с нами вот еще и весь июль. То есть 1,5 месяца это аспект. Астрологи часто любят называть аспект Юпитера с Плутоном только гармоничный. Аспект миллионеров, миллиардеров, все зависит от того, на каком уровне развития каждый сейчас из нас находится. Я надеюсь, вы все понимаете, что невозможно общий гороскоп для всех одинаково рассказать. Да? Мы здесь все взрослые люди. Так вот, этот аспект напряженный. Юпитера с Плутоном. Но кто сказал, что та жизнь, которую мы хотим жить, она должна даться нам легко? Так вот, на напряженных аспектах в прямом смысле нам нужно напрячься чуточку больше, нам нужно осознание, нам нужно уметь показать себя, больше ответственности, расширить масштаб своей личности еще сильнее, либо своего дела, либо своих навыков, своих талантов в прямом смысле. Поэтому лето очень хорошо у нас начинается с такого потрясающего дня, когда мы можем в прямом смысле 21 июня сесть и написать себе этот большой и мощный жирный план. Пусть он будет у вас тезисно, либо это будет у вас просто письмо самими себе, кем я вижу себя через год, через 5, через 10 лет, или какую жизнь я хочу себе иметь. Четко и честно признаться себе, можем ли мы это сделать или нет, насколько нам страшно жить этой жизнью, и только наши страхи и наше бездействие отделяет нас от той жизни, которую мы хотим. Поэтому пора уже фильтровать свою лень, все отговорки и начинать просто действовать, двигаться вперед, писать себе план не просто своих желаний, а нужно начинать их делать, заканчивать просто думать и говорить и делать. Лето для того, чтобы делать и делать как можно больше. Юпитер переходит в знак Льва, а это активная, яркая эмоция, энергия, когда нужно делать много-много раз, не останавливаясь, не думая, делать. А Юпитер в оппозиции с Плутоном делать еще больше для того, чтобы результат был еще интереснее. Вот такое видео, вот такое лето. Друзья, если у вас остались вопросы, оставляйте в комментариях. При всем при этом пишите свою дату, время
и место рождения, и ваш вопрос, что же вы планируете на это лето, что же вы планируете в своей жизни. Хорошее время для того, чтобы закрывать долги и начинать новую жизнь. И если сейчас у вас какое-то такое беспокойное состояние, это значит, прошлая жизнь не дает двигаться вперед. И надо закрывать старые двери и открывать новые. Вот такое видео. Ребят, спасибо, что досмотрели его до конца, и увидимся с вами в следующем ролике. Пока-пока.